заказать оборудование даже сейчас не проблема. И через 3 месяца оно придет. А кто будет работать на этом оборудовании? Есть ли какие-то секреты, например, именно корпоративной культуры? Сначала надо подумать, с кем ты будешь работать. Он не вписывается в наш коллектив. Как вы пришли к решению, что, например, сразу лучше взять оборудование полностью в комплексе? Все время нужна какая-то встряска, надо двигаться куда-то вперед. Россия, она большая. Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал о ТПА и не только. Если вы на нашем канале, это говорит о том, что у вас хороший вкус и вы интересуетесь литьем пластмасс под давлением. Сегодня мы по-прежнему в гостях у компании Европартнер, и продолжая цикл наших роликов об этой компании, сегодня очень интересно задать вопросы о истории развития, формирования и, конечно же, нынешнее состояние компании Европартнер. Но перед тем, как мы начнем, обязательно сделайте 2 полезных действия для вас и для нас. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, как вообще появилась идея? Может быть, что способствовало формированию компании? Как вообще исторически сложилось так, что компания начала свое существование? Идея, наверное, есть в любом начинании. Все с нее начинается. Завод был создан в 2001 году, в сентябре месяце. Но до этого была команда. Часть из нее перешло работать на завод, но эта команда 10 лет до этого занималась еще строительством, отделкой квартир, офисов, бизнес-центров. Мы, наверное, одни из первых, кто тогда не было на рынке еще ни металлокаркасов, ни гипсокартонов, ни саморезов, и вот тех самых дюбелей. У нас были всегда хорошие отношения с финскими партнерами. И мы привозили оттуда вот эти все материалы, и одни из первых стали здесь применять вот это сухое строительство. Их технологии учились у финнов, они подсказывали нам, как должно быть правильно. И вот это направление длилось на протяжении 10 лет. То есть именно сотрудничество с финскими партнерами? С финскими, и здесь ремонт и строительство и загородных домов, и квартиры. Ну, вы решили, то есть потому что пользуется спросом строительный крепеж, что это постепенно пришло к тому, чтобы самим производить? Да, и где-то в конце вот этой деятельности мы же изначально, как я говорил, привозили все, и в том числе и эти дюбеля. Но поначалу мы строгали деревянные такие пробочки, забивали их в стену и вот крутили туда саморезы. То есть покупались отдельно черенки от лопат, пилились, потом кололись специально. И когда вот было знакомство первое с финскими партнерами, они говорят: ребята, этого не надо делать, для этого есть специально вот дюбели. И мы первый раз услышали, что да, есть такой дюбель. То есть в России этого не было. Мы стали применять сами на стройке. Ну и потом родилась такая совместная идея, а почему бы в России, раз этого нет, в Европе это везде есть, по всей распространено, почему бы не сделать производство именно в России. Вот так вот в 2001 году и родилось наше производство. Все начиналось с 3 станочков, по чуть-чуть, потихонечку. А откуда они появились, Андрей Юрьевич? Вот представьте, человек, который, допустим, у него еще нет производства, и он задается вопросом, что это, лизинг, либо это свои средства, либо, может, вам их подарили. То есть в вашем Нет, случае... это было совместно финское предприятие. Пресс-формы были привезены из Европы, из Финляндии. Они помогали запускать здесь производство, подбирали материалы, чтобы это российские были материалы. Сначала делали на европейских, но потом постепенно подбирали материалы и переходили на российское сырье. То есть вот вы начинали с 3 станков, сейчас сколько на производстве? Сейчас 17 единиц, так же, как и с самого начала, круглосуточно, 24/7 трудится.
Но сейчас вы уже работаете самостоятельно, без партнеров. То есть... В 2008 году, да, произошел такой расход. Финские партнеры продали свою долю акций российским учредителям. И завод стал полностью российским. Также была подана заявка на регистрацию бренда «Европартнер» в 2008 году. Как получилось так, что, допустим, отсоединившись, уже выйдя в самостоятельное производство, что-то, может быть, какие-то трудности возникали, которые приходилось решать? Или как-то все это постепенно, поэтапно шло? Может быть, вы использовали какие-то бизнес-процессы, да? Может быть, вы смотрели на европейские или на японские системы построения бизнеса, то, что помогало вам постепенно расти и развиваться как производство? Или все-таки, допустим, вы с чем-то столкнулись, отсоединившись от финских своих компаньонов, что вы понимали, что в России, например, сталкивается действительность вот с такими проблемами? Или как-то все так легко шло по нарастающей? Легко оно никогда не идет. Изначально были и руководители, технические специалисты, понимали, что такое оборудование, что очень ценно и важно это люди. Я еще раз повторюсь, что часть людей, которые вот работали на стройке 10 лет, они перешли и до сих пор трудятся теперь здесь. Да, они поменяли там свои профессиональные качества, они научились чему-то новому, но опять же, вот эти люди, которые готовы с тобой идти, помогать тебе, да, несмотря на трудности. Трудности всегда они были и будут. Без них скучно будет. Не будет вызовов и Да, повода для роста и развития, правильно? Начинаешь загнивать. Все время нужна какая-то встряска, надо двигаться куда-то вперед. Но я знаю, что у вас был переезд из одного цеха в другой, на то место, где вы сейчас находитесь. Это как-то повлияло на развитие или просто это, опять же, как шло, как такой определенный этап расширения? Завод, он, правильно сказали, он постепенно рос, да, не было каких-то таких сильных скачков, он постепенно рос. И на предыдущей площадке нам просто уже не хватало места, были ограничения по электричеству, там не было больше мощностей. Расти дальше некуда, нам хотелось, и рынок требовал, рынок сбыта был, поэтому было принято решение, поиск и подбор нового помещения. В принципе, мы находились на юге города и переехали не так далеко. Все равно мы где-то планировали, что мы можем потерять людей, где-то 20, может быть, 30%. И наше удивление, мы не потеряли ни одного сотрудника, ни одного. Все с удовольствием переехали, кто-то сменил место жительства. Много на заводе всегда трудилось, и сейчас очень много молодежи. Если ребята там снимали в городе, им все равно где снимать. Они переехали в Красное Село, сняли здесь квартиру и ходят сейчас через парк пешочком. Кто-то, даже имея семьи, дети, собственность в городе, продали квартиры и купили здесь. То есть это говорит о том, что люди настолько уверены в организации, в их руководителях, в стабильности этого предприятия, что они готовы идти за ним, трудиться. И значит, что им комфортно трудиться? Комфортно, да. Мы стараемся максимально возможно делать для комфорта сотрудников, да, чтобы они от нас не убегали. А большой штат у вас сотрудников? Сейчас 100 человек. 100 человек? 100 с небольшим. И текучки, я так понимаю, что у вас практически, очень за редким исключением кадров. Слушайте, сказать, что ее вообще нет, неправда. Есть, но это, наверное, те люди, которые как-то не прижились на нашем предприятии. Где-то пробуют люди найти себя в новой профессии, но спустя год-два понимают, что это все-таки не их. То есть, наверное, это даже неправильно называть текучкой, да? Просто где-то что-то не сложилось. Такой злободневный вопрос, который мы, конечно же, говорили, что зададим, и его задают многие, он вообще очень актуален для всех, то есть вопрос кадров. То есть если все-таки у вас работает штат из 100 человек, и как мы видим, да, что они из года в год идут вместе с компанией, им очень все замечательно работается, и они не хотят уходить.
Если вдруг у вас открываются новые рабочие места, да, как вы поступаете? То есть, например, вам проще обучить человека, который обладает какими-то техническими навыками, но как-то его именно под свою систему, скажем так, обучить, либо вам нужен уже специалист с огромным опытом, который, возможно, еще как-то с вами поделится знаниями. Допустим, вам важно его возраст, образование, или, например, вы готовы там даже перевозить из других городов специалистов, но чтобы они комфортно с вами взаимодействовали. Потребность, она возникает постоянно. Почему? Потому что производство растет, и литьевой участок, он из 3 станков не превратился в один день сразу 17, да, он рос постепенно. С каждым годом, естественно, были требования к набору сотрудников. Раньше это было полегче, сейчас все сложнее и сложнее. Если раньше мы искали, правильно сказали, каких-то специалистов, все хотят получить сразу специалиста и не вкладывать туда свое время, какие-то финансы. Вот пришел, начал работать, начал приносить прибыль, да, все замечательно. Но вот сейчас это ноль. Да, таких просто не найти специалистов. У нас последние года довольно серьезно развивается инструментальный участок. Да. Это вот рабочие профессии, фрезеровщики, эрозионисты, конструктора. Приходится учить. Учить. Главное, чтобы было желание у людей, кто-то там работник склада. Вот он проявил, он показал, что у него есть руки, у него есть голова, у него есть желание, у него глаза горят, ему это интересно. Попробовали, а у него получается все. Сейчас и мы довольны, и он доволен. Да. Вот так вот складывается. Да, бывает, ошибаемся когда-то. Когда и человек кажется, что здесь все хорошо, да и у меня получится справиться, бывают ошибки. Ну и не без этого, тем более это производство, это всегда бывает, неожиданности возникают. А вот такой момент, допустим, если парк оборудования расширялся, да, но мы видим, что у вас все станки автоматизированы, то есть как вы пришли к решению, что, например, сразу лучше взять оборудование полностью в комплексе, да, чем потом автоматизировать его в процессе? То есть либо сразу вы парк расширяли уже вот прям такими комплексными системами? По литьевому оборудованию? Да, по литьевому оборудованию. Естественно, не было сразу никакой автоматизации. То есть был организован довольно-таки простой процесс. Материал готовился в бетономешалках, где-то что-то на глазок, где-то что-то там на весах. Но мы понимали, что без какой-то автоматизации, без дублирования каких-то систем автоматизации предприятие не будет стабильным, надежным. Поэтому все системы на заводе до сих пор и в инструментальном участке, если какая-то единица есть оборудование, то она обязательно задублирована. Обязательно есть человек задублированный, который работает на этом оборудовании. Это стабильность, безопасность. Это очень грамотно и дальновидно. Такой вопрос еще, опять же, очень для всех популярный, который последние уже пару-тройку лет, скажем так, это, конечно, до всех исторических событий, которые всем известны, вы поставляли продукцию в какие страны? Я знаю, что Франция, Финляндия. Да, то есть сейчас, так как уже доступ закрыт, как, допустим, для вас произошли эти изменения? Осталась Белоруссия, Казахстан. То есть вы их открыли для себя или они все равно остались, как и были? Они были. То есть для вас как бы это не коснулось какими-то критическими такими изменениями? Сама Франция и Финляндия, она довольно-таки маленькая. То есть Казахстан и Беларусь, в принципе, перекрываете? Россия, она большая. То есть у вас все и оптимистично, как бы цели для развития для себя стоят? Интересно было работать на тот рынок, так случилось. Мы здесь бессильны. Да. Будут изменения, будем смотреть, реагировать. А вот какие-то именно автоматизированные бизнес-процессы в плане организации производства, может быть, какие-то системы внедренные? По оборудованию? По оборудованию, может быть, по поставкам, то есть каким-то образом что-то такое интересное. Может, к чему вы пришли вот со временем, например, да, поставляя какие-то изделия, вы понимали, что, допустим, есть процесс, который нужно автоматизировать для себя даже с точки зрения бизнеса? Это возможная автоматизация, это система загрузки сырья, это работа с поставщиками, гарантия, что у тебя всегда будет работать оборудование, это обслуживание.
наличие сырья у твоих поставщиков. А вот есть, допустим, даже ну, вот по закупке сырья какой-то вот контроль, да, в системе в определенной, то есть чтобы постоянно оно было на складе, да, там, кто это контролирует, человек или это все-таки система какая-то? Это 1С, внедренная? 1С, то ERP, есть? да, конечно, у всего введены свои точки запаса, там, будь то сырье или готовая продукция, расфасованная, упаковка, есть точки запаса, которые проверяются, сверяются и поддерживаются. Ну и можем еще тогда спросить про кадры. Все-таки на самом деле, Андрей Юрьевич, у вас очень хорошая атмосфера на заводе. То есть мы это уже заметили неоднократно. У вас очень уютно, да, у вас есть, скажем так, живые уголки на производстве. Ну и как-то видно по вашим сотрудникам, что они все довольные, с хорошими такими светящимися глазами, с горящими работают. Вот. Есть ли какие-то секреты, например, именно корпоративной культуры? Может, вы как-то, я не знаю, либо просто у вас такое душевное состояние, что все к вам хотят прийти и с удовольствием работать? Или, может, есть какой-то вот секрет, как вот вы своих сотрудников не то чтобы удерживаете, да, а как создаете такую атмосферу, что им хочется действительно, как вы говорите, переходить за вами. Возможно, это не только из-за стабильности производства, может быть, есть какой-то внутренний такой... Ну, это зависит все-таки как-то от руководителей, от их видения, как должно быть производство, как должно быть общение с людьми, насколько ты открыт перед ними, что ты им можешь дать. Тогда и сотрудники к тебе отвечают тем же. Да? Если ты будешь там на них постоянно орать, ругать, от этого никому легче не станет. Надо находить другие варианты решения каких-то проблем. А проблемы все равно есть. Да? И с людьми есть, как с оборудованием, так и с людьми. Ну, наверное, какая-то это вот уже сложившаяся такая традиция в нашей организации. Опять же, тот коллектив, который он собран, уже он работает. То есть иногда мы слышим там даже от коллектива, что вот это не наш человек. Он не вписывается в наш коллектив. Он немного на другой волне, да? Да. Да, у нас там есть свои требования, там, как мы видим, там, не ругаться матом, там, уважать женщин, здороваться. Но это нас учили с детства, наверное, мама. Наверное, есть люди, которые забывают это со временем. Но кому-то удается это привить, кому-то нет. А вот смотрите, то есть у вас сейчас активно продолжает развиваться, точнее так будет сказать, да, инструментальное производство, то есть просто уже растет с каждым днем. А, допустим, хотели бы вы еще какое-то внедрить направление сопутствующее, может быть, есть в планах что-то такое открыть? Или пока, в принципе, вот все стабильно работает, может быть, как цель просто на развитие по количеству заказов? Какое-то новое направление, оно не планируется. В приоритете это развитие инструментального участка. Он и развивается. Там каждый год приобретается единица оборудования. Набираем, учим людей. По литьевому производству, в принципе, все понятно, будет потребность. Купили машину, поставили, электрические мощности есть, охлаждение есть, и заработает. В инструментальном все сложнее. То есть там все равно есть еще, как говорится, куда можно есть желание, расшириться. Есть куда, да. Ну, как-то мы не стараемся делать как-то прыгать большими какими-то там прыжками. Плавно, но стабильно, да? Если будет потребность, мы отреагируем очень быстро. Хорошо, спасибо. Ну и такой, наверное, завершающий вопрос. Нас смотрят просто очень много подписчиков или зрителей, тех, кто только либо собирается начать литьевое производство, да, открыть, кто-то вообще об этом только задумывается, рассматривает для себя такое направление, кто-то, может быть, уже заказал машины, пока их ждет. Вот. Может быть, какой-то совет, представьте, да, опять же, что смотрят подписчики разные, у кого-то есть один станок, у кого-то их может быть там и 20, и 30, и 50. Что бы вы посоветовали, например, в процессе литья, какой-то вот для вас лично, для себя, может быть, вы вывели правило, что, например, что надо делать вот так или лучше вот так? Такое, что первое придет? Первое приходит в голову, это то, что сначала надо подумать, с кем ты будешь работать. Опять же, вернемся к людям. А кто будет работать?
заказать оборудование даже сейчас не проблема. И через 3 месяца оно придет. А кто будет работать на этом оборудовании? Наверное, вот задуматься, а где взять людей. Я сейчас много слышу предприятий, которые есть спрос, есть оборудование, готовы развиваться, есть площадь, людей нет и ничего не могут сделать. Вот нет людей. То есть, в общем, если раньше нужно было сначала построить цех, да, там спланировать его и все коммуникации, то сейчас скорее надо начинать с Задуматься, кадров. как где ты их возьмешь, да? Кто будет наладчиком? Что вокруг тебя, там, твоего нового завода, да, находится, да, какие предприятия, есть там ресурсы-то человеческие или нет? Спасибо вам огромное, Андрей Юрьевич. Очень приятно с вами беседовать и по-прежнему приятно у вас находиться, как я уже и говорила. Это был канал «Пластмассовый енот». И помните, друзья, что профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. Ищите для себя хорошие кадры и обязательно подпишитесь на наш канал, а в комментариях пишите, какие еще темы для обсуждения вы хотите увидеть в следующих роликах. До новых встреч!